Дорогие друзья, здравствуйте! В этом видео мы поговорим о том, как создать не просто компанию, а великую компанию. Это видео будет актуально для людей, у которых уже есть собственный бизнес, для тех, кто работает в компании и хочет принести какие-то изменения, либо для людей, которые только думают о том, как начать собственный бизнес и каким образом это сделать на самом первом этапе правильно, чтобы это было долгосрочно, чтобы не было вылета в трубу денег, времени и так далее. Ну вот, и это видео, оно основано на двух основных моментах. То есть первое — это мое понимание, духовное понимание, духовная составляющая любой организации. Вот, и оно основывается на трех важных шагах. То есть первое — это кшатрий, либо лидер компании, который стоит во главе компании, который создает бизнес. Второе — это кшетра, либо ключевая деятельность, та, в которой команда, которая стоит за этой компанией, разбирается лучше всего. И третье — это лакшми, либо ресурсы компании, каким образом эти ресурсы нужно использовать эффективно. Таким образом, видео будет состоять из трех частей и включать в себя 7 основных ключей из исследования бизнеса и из исследования трансформации, как перейти от просто хорошего бизнеса к великому бизнесу Джима Коллинза, известного американского писателя, который написал книгу «От хорошего к великому». Вот. В видео будет много примеров, много реализаций и практических вещей, которые вам помогут понять смысл и суть, который стоит за основными принципами. И непосредственно технологию, каким образом это можно применить в своем бизнесе сегодня, завтра, для того, чтобы послезавтра вы как раз оказались там, где вы хотите, в величайшей компании, которую вы создали. Друзья, итак, первый шаг к построению великой компании — это великий лидер, либо кшатрий. Кшатрий — это ведический термин, обозначающий воина или управленца высокого уровня. В ведической философии есть 4 вида деятельности или 4 варны, которые состоят из ученых, брахманов, кшатриев, управленцев и воинов, из вайшей, тех людей, которые занимаются торговлей, либо разведением животных, скота, ухаживанием за землей и так далее. И шудр — это людей, которые зарабатывают на жизнь, которые трудятся, используя свое тело. То есть это различного рода ремесленники и так далее. Вот. И кшатрий — это прирожденный воин, качество характера которого соответствует тому, чем он занимается. Вот. И для того, чтобы развить великую компанию, для того, чтобы это была не просто какая-то компания, а великая компания, нужен определенный склад характера, нужна определенная природа. Вот. И в этом видео мы попытаемся описать, попытаемся понять, что за природа, как ее развить, как ее можно использовать и как ее можно узнать, как вы можете, может быть, развить эту природу в себе для того, чтобы быть лидером и создать вот эту вот великую компанию. Либо как узнать такого человека среди многих других, у которого есть задатки вот этого лидера, кшатрия высокого уровня, который может развить вашу компанию, превратить ее в великую. Вот. И для начала я бы рассказал немножечко о том исследовании, на основании которых я, соответственно, решил записать это видео, которое подтверждает то, о чем я здесь говорю. Исследование Джима Коллинза, великого американского исследователя, экономиста, который провел удивительные исследования. То есть он озадачился вопросом, что отличает просто хорошую компанию от великой, благодаря чему, каким конкретным действиям компании из просто хороших становятся великими. Вот, и он взял список компаний Top Fortune 500, начиная с 1960 года и по 2000 год. И из этих огромного количества компаний, открытых акционерных обществ с миллиардными оборотами, выделил всего 11 компаний, вот, которые в прошлом были неуспешными и стали суперуспешными.
Причем Collins придерживался очень строгих стандартов. То есть они должны были быть супер успешными в течение минимум 15 лет. И таким образом Collins отсек различные факторы, которые могли привнести элемент случайности или могли немножечко исказить это исследование. Допустим, отсечь фактор какой-то технологии в компании, да, то есть которая повлияла на их успех краткосрочный, какого-то краткосрочного тренда, либо одного лишь талантливого руководителя, который пришел в компанию и, соответственно, там благодаря одному человеку что-то получилось выстроить, и когда он ушел, все это рухнуло. Вот. И это очень интересное исследование, я всем вам советую почитать. Ссылочка будет в описании. 7 основных ключей, которые я использую в этом видео. Мы их разберем, соответственно, они встраиваются в вот эту вот систему в три раздела. Лидерство кшатрий, кшетра — это ключевая деятельность и команда, и лакшми — это ресурсы. Вот, и они будут использованы, соответственно, как бы по порядку. Вот. И первый принцип, с которого я бы хотел начать, это как раз лидер 5-го уровня. У Коллинза этот пункт идет также первым. То есть это тот человек, который, соответственно, и создает компанию, который стоит в самом начале, который создает вот эти вот образы, которые впоследствии делают компанию из просто хорошей в великую. И таким образом у него это называется руководитель 5-го уровня. Вот краткое описание уровней я зачитаю тогда. То есть первый уровень руководителя — это профессионал, человек, который является руководителем, который умеет руководить подчиненными. Второй — это ценный член команды, человек, который не просто авторитарный, как бы, а человек, который умеет организовывать команду и взаимодействовать в ней. Третий уровень — это организует и рационально распределяет ресурсы и работу. Четвертый — это формирует видение и добивается результата. То есть, видите, на 4-м уровне добавляется уже видение, да, которое человек внедряет в свою работу, в команду, как бы формирует общее видение, куда все они движутся. Не просто с точки зрения менеджмента как бы распределяет ресурсы, как бы и распределяет работу. То есть это уже полноценный лидер, не просто руководитель. Вот. И 5-й уровень — это долгосрочный успех через организацию системы и команды. То есть это человек, который в состоянии организовать, лидер, который организовывает лидеров, вот, который организует команду, которая может достигать долгосрочного успеха, который длится не год, не два, который может длиться в течение десятков лет. То есть это лидер лидеров, другими словами. Вот. И очень интересный вывод здесь, то есть вообще интересный факт заключается в том, что из вот этих вот 11 супер успешных компаний, которые смогли сделать вот эту трансформацию от худших в своем рынке к лучшим в своем рынке, это миллиардные компании американские, такие как Kimberly-Clark и другие. Вот. Интересный факт, что 10 из 11 лидеров этих команд, этих компаний, они не пришли в компанию извне. То есть 10 из 11 человек выросли в компании до уровня руководителя, до уровня президента компании, председателя совета директоров, управляющий директор, или там, в зависимости от того, как у них это организовано. И в то же время Коллинз взял для того, чтобы оттенить вот эти 11 компаний, он взял 18 в противовес. Тоже такие же, которые начинали с такими же показателями. Вот, но в конечном итоге как бы они пришли не к успеху, наоборот, а к некой деградации, как бы, к положению, либо остались на том же уровне. И что они делали? Вот, интересный факт, что у этих компаний в противовес уровень людей извне в 6 раз выше, чем у компаний в исследовании. И вывод заключается как раз в том, что не нужно гнаться за людьми, как бы, которые тебе дадут чудо. То есть, и, как правило, такого не происходит. Для того, чтобы появилось чудо, для того, чтобы произошла вот эта трансформация, нужна долгая и кропотливая работа.
И факты вот как раз вот этого исследования, они показывают, что наилучшими руководителями, наилучшими лидерами, теми, которые позволили компании сделать вот этот переход, стали те люди, которые стояли у истоков, те люди, которые знали компанию вдоль и поперек, те люди, для которых это было дело жизни. То есть это не был какой-то проект, на который они пришли за высокую зарплату там, или за акции, там, или за какой-то бонус там, и так далее. Да, что-то временное. А для этих людей, для 10 из 11, это было дело их жизни. То есть это было их предназначение, их призвание. То, во что они вложили всю свою жизнь. И вот это, с моей точки зрения, один из самых главных выводов и самых главных ключей, который позволяет понять как бы суть вот этого успеха и суть лидера 5-го уровня, или суть вот этого как раз кшатрия. То есть этот человек, который, обладая определенными качествами характера, обладая определенными задатками и талантами, с помощью своих усилий эти таланты развивает до такой степени и свой опыт развивает до такой степени, что он просто становится самым лучшим в рынке. Он понимает ситуацию и рынок настолько лучше всех остальных, и поэтому способен принимать самые лучшие решения. У него развивается видение, развиваются другие таланты, как бы он может привести компанию к очень высоким результатам. В связи с этим я бы выделил здесь два основных пункта, которые, с моей точки зрения, в лидере имеют очень большое значение. И первый из них — это предназначение. То есть лидер должен быть занят по своему предназначению. Второй из них — это будут качества. О них мы поговорим немножечко позднее, начиная с первого. Вот и в предназначении ключевыми являются 4 сферы. То есть для того, чтобы понять это дело, которым вы занимаетесь, или вот этот вот проект, компанию, которую, может быть, открываете, или в которой вы работаете и хотите ее развить, а является ли это делом вашей жизни, является ли это предназначением, то есть есть ли здесь обреченность на успех, скажем так. То есть и вот этот вот термин обреченность на успех, это как раз то, что отличает успешных людей, то есть людей, которые добиваются успеха несмотря ни на что. Вот. Это люди, которые ни на секунду, ни на минуту не сомневаются в том, что они обречены на успех. Вот. И для того, чтобы стать вот таким вот обреченным на успех лидером, нужно на самом старте понять, а мое ли это предназначение, собираюсь ли я заниматься делом своей жизни. То есть имеет ли смысл мне вкладывать сюда все свои усилия и получу ли я как бы возврат этих инвестиций, скажем так. Или может быть это просто не мое и мне стоит заниматься чем-то другим. Вот. И таким образом предназначение состоит из 4 основных аспектов. Первое — это успех в работе, в существующей деятельности, которой вы уже занимаетесь. Второе — это страсть. Третье — это призвание. И 4 — это миссия. И давайте разберем тогда по порядку все эти 4 пункта. Первое — это успех в работе. То есть это материальный как бы уровень и тот успех, который у вас уже есть. То есть это те реалии, которые вы имеете на сегодняшний момент. Это то, откуда вы берете деньги, да, то положение, которое вы уже занимаете в обществе. И большая ошибка очень многих людей, что они устремляются в какие-то новые проекты, забывая о том, на чем они стоят. То есть это что-то, они берут какой-то проект, который абсолютно никак не связан с тем местом, где они находятся сейчас. Да, и они готовы продать все, как бы, то есть и вложить все деньги вот в этот новый проект, которым они заразились, скажем так, да, или загорелись, да, то есть и готовы, соответственно, все силы бросить туда. И само по себе желание, оно классно, очень здорово. Но, к сожалению, такие проекты в 99% случаев, они обречены на неудачу. Такие люди не достигают успеха по одной простой причине, потому что
им не на чем стоять. То есть вот этот первый уровень работы, успеха, который у вас уже есть, это та земля, на которой вы стоите. И та земля, которая вам дает силы и ресурсы. Экономические ресурсы, финансы и так далее, и так далее. У меня самого был опыт, когда я вкладывался в бизнес, который не был связан с моей существующей деятельностью. Также вложил деньги, вот, и все это закончилось тем, что у меня просто не хватило финансовых ресурсов. То есть, когда пришли сложные времена, и нужно было затянуть пояса, нужны были ресурсы. И компании, которые находились в этом бизнесе долгое время, у них был ресурс как бы переждать плохие времена. У меня этого ресурса не было. Потому что не было как бы вот этой земли, на которой я стою, не было финансовой подпитки. Мне пришлось продать этот бизнес и заняться другими делами. Но и здесь история заключается именно в этом. Если вы хотите идти в новый проект, то этот проект должен быть связан с тем, что вы уже занимаетесь. То есть в этой жизни не происходит ничего просто так или случайно. Если вы пришли туда, где вы сейчас находитесь, каким-то образом вы зарабатываете на свою жизнь, у вас есть компания, работа, какой-то бизнес или еще что-то, это нужно использовать, это нужно занимать. Нет смысла бросать все это и начинать заниматься чем-то другим. Это самое глупое, что можно делать. Вот. И, к сожалению, многие люди, они делают таким образом. Потому что тот опыт, как бы, и те финансы, которые у вас уже есть, они должны быть заняты, они должны быть использованы в новом проекте. Это как фундамент, на основании которого вы собираетесь построить что-то новое. Никому же не приходит в голову строить дом на сырой земле, там, где нет фундамента. Конечно, нет. И здесь абсолютно такая же история. Следующий пункт после работы, после вот этой вот материальной платформы, это страсть. Это уровень эмоций, драйва и вдохновения. Это уровень, это о том, что вы уже хорошо делаете и то, что вы любите делать. Вот. И здесь ошибка может быть как раз вот именно в том, о чем я писал, что люди бросают то, чем они уже занимаются, то, что им приносит заработок, то, что им поддерживает, и начинают повинуются как бы вот этой страсти, да, уходят, так скажем, из семьи в какие-то новые отношения, все бросают и пытаются начать в другом месте с самого нуля, ставя себя, соответственно, в очень невыгодное положение. Потому что все крепкие вещи, ну, допустим, возьмем дерево, да? Дерево сильно своими корнями. Именно благодаря большой корневой системе, когда дует ветер, дерево не падает. Вот и здесь такая же история. И страсть вот эту, как бы, то есть свое увлечение в лучшем виде ее нужно связывать с тем, что у вас уже есть. Организовывать ее на базе того, что вы уже имеете, то есть если это какое-то новое дело. Вот у людей, которые не идут дальше, как бы не занимают вот эту вот страсть, она просто вытекает в чем-то параллельном. То есть, и как правило, это что-то параллельное не приносит выгоды, да. То есть люди занимаются, там, ходят в кружок моделирования, там, я не знаю, занимаются каким-то видом, может быть, спорта, там, машины коллекционируют, там, либо, я не знаю, воздушным спортом занимается, с парашютами прыгает, рыбалка там, на какие-то другие вещи. Вот. Но самое лучшее это страсть и вот это желание, как бы, то есть его занять в неком деле жизни. Потому что тогда вот эта энергия, как бы, она будет сфокусировать, и она будет приносить вам доход. То есть вы будете не просто заниматься тем, что вам нравится, но еще будете зарабатывать. Да? То есть как вот в этой пословице, что лучший способ работать, как бы, то есть это делай то, что тебе нравится. То есть делай то, что тебе, зарабатывай с помощью того, что тебе нравится, ты никогда в своей жизни не будешь работать. Это именно об этом. Вот, это второй уровень страсти, как бы, то есть либо вот это такой эмоциональный порыв, который нужно тоже задействовать здесь. И третий уровень это ментальный уровень призвания. Уровень призвания, соответственно, уровень призвания, он заключается в том, что за что мне платят и что нужно людям. И это вот первый уровень из вот этих вот 4, когда появляется не только то, что я хорошо делаю, да, или что я хочу хорошо делать, да, что у меня получается, или что мне нравится, а здесь связывается как раз более высокий уровень. То, что у меня получается, и то, что нужно людям. Ну, вот, они между собой стыкуются и
появляется как бы некий потенциал как бы для развития дальше. То есть уход в те области, как бы, которые дают другие ресурсы, вдохновение, да, и другие вещи, о которых мы сейчас поговорим немножечко позже. Вот, и призвание, оно состоит из также 3 областей. Это природа, опыт и таланты. И природа — это как раз вот о том, о чем мы говорили, да, природа вот кшатрия, воина, руководителя. Как бы это то, что заложено в нас с детства. То есть пример здесь, ну, простой, может быть, художник, да, там, либо певец, либо человек, который занимается танцами. То есть у него этот потенциал, то есть вот эта природа, она есть с детства. У балерины, которые танцуют, у нее все тело выстроено таким образом. Да? Ну, конечно, с помощью тренировок, но у нее есть природные как раз задатки. У певца, у художника есть чувство пропорции, чувство цвета, как бы, да, то есть у него есть чувство прекрасного, то есть возможность выделить самое главное в том, что он видит глазами. Это вот как раз о природе. И здесь, немножечко выходя как бы за грань, за рамки, то есть я хотел бы сказать, что это уровень ума, как бы, то есть вот это вот 3-е призвание, то есть уровень ума и творчества. И природа — это то, что и талант — это то, что приходит к нам, даже формируется даже не в этой жизни. Это приходит к нам с прошлых наших воплощений. И не знаю, задавались ли вы вопросом, почему как бы одни люди талантливы, а другие люди нет. Да? Одни люди могут там показывать детей, да, которые играют на удивительные там композиции на инструментах, там, а им там по 2-3 года, да, то есть откуда все это может быть. Или складывают в уме, там, перемножают 6-значные цифры, дети там по 3-4 года. Откуда эти вещи приходят? Ответ простой. Эти вещи, они остаются на уровне ума, и они приходят из прошлых воплощений, из прошлых жизней. То есть это говорит о том, что в прошлых жизнях мы уже проживали этот опыт, и мы его построили. И вот этот вот опыт, или вот этот развитый талант на уровне ума, в тонком теле ума, он переносится вместе с нашей душой в наше тело, вот это вот нынешнее. И вот этот опыт, вот эта вот природа выражается в форме природы. Да? Или также, соответственно, это природа — это то, что явное, и талант — это то, что нам еще предстоит развить в этой жизни. То есть и работает это таким образом, что мы, опять же, как дерево, которое начинает расти с корней, как бы сильно корнями. То есть мы не отвергаем то, что у нас хорошо получается, а мы стараемся занять это и сделать что-то новое на основании того, что мы уже хорошо делаем. Вот. И видите, здесь какая система, что здесь занято даже не только то, что мы делали в этой жизни, а все то, что мы делали еще и в прошлых жизнях. И оно на уровне ума, в тонком теле ума, в нашем теле, как бы здесь оно уже есть. И мы эти таланты должны у себя обнаружить, и должны эти таланты использовать, занимать их в том, чтобы двигаться дальше. Таким образом, мы занимаем природу, и мы пытаемся осознать, какие у нас есть таланты. И, соответственно, мы используем природу с помощью опыта, как бы с помощью развития этой природы, мы развиваем у себя таланты. Таланты — это то, что мы когда-то начинали делать, но не доделали в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях. Вот. И в этой жизни, соответственно, нам предстоит, это как бы наш план на жизнь, это наше предназначение. То есть это то, что нам предстоит осознать, и то, что нам предстоит развить в этой жизни. Это как раз про таланты и про призвание, которое также можно использовать и занять, соответственно, в своем развитии. Вот. И 4-й уровень предназначения — это миссия. Миссия, она состоит из того, что вы любите делать, и из того, что вы считаете очень нужно людям. То, чего вы дали бы людям. То есть, если первый уровень был физический, второй социальный, эмоциональный, где была страсть, третий — это умственный, ментальный, где развивается творчество, таланты, природа, да, то 4-й уровень — это духовный уровень.
Вот. И духовный уровень как раз уровень миссии, когда вы что-то делаете не потому, что это приносит вам выгоду, да, не потому, что вы на этом зарабатываете, а вы делаете это для того, чтобы создать какое-то наследие, для того, чтобы изменить мир к лучшему, для того, чтобы послужить Богу, для того, чтобы послужить людям. То есть это некое служение, которое вы совершаете бескорыстно для других. Вот. И это очень волшебный уровень, именно на этом уровне все и раскрывается. То есть вдохновение, которое питает нашу деятельность, желание заниматься тем, чем мы занимаемся. И вера, вот как раз убежденность в том, что у нас все получится, да, то, о чем мы говорим, это важно, именно убежденность, обреченность на успех, она возникает именно на этом уровне. Поэтому вдохновение, желание и вера, они приходят как раз на уровне миссии вот этого бескорыстного служения людям. Вот. И как раз вот именно вот этот вот 4-й уровень, он раскрывает все остальное. То есть он раскрывает таланты и наш потенциал. Да, потому что природа она дает человеку возможность развиваться. Но развиваться для того, чтобы пухнуть, то есть от богатства, это не то, для чего создан этот мир. То есть этот мир создан для того, чтобы улучшать свои качества, для того, чтобы развиваться духовно, для того, чтобы развивать любовь, привязанность, светлые чувства привязанности, я имею в виду к бескорыстию, к высоким смысловым уровням, к всеобщему развитию, вот к вот этим вот вещам, уходя то есть от каких-то корыстных желаний, собственнических интересов. Вот. И таким образом 4 вот эти уровня, они помогают, они помогают себя осознать, помогают осознать свое предназначение. То есть, есть ли в вас вот этот вот потенциал, то есть являетесь ли вы вот этим вот руководителем 5-го уровня. И что интересно, что вы начинаете с 1-го уровня, с того, что у вас уже есть, потом появляется желание, страсть, то есть какие-то желания, что я хочу делать, что мне приятно, чем мне приятно заниматься. Потом появляется 3-й уровень как раз талантов, вы обнаруживаете в себе таланта, что у вас получается лучше всего. Вот. И 4-й уровень появляется видение и вдохновение, то есть то, куда вам нужно идти. И силы вдохновения это делать. То есть и отличительная черта как раз уровня руководителя 5-го уровня или как раз кшатрия, управленца вот такого высокого уровня, что у него есть видение. А видение это как раз 4-й уровень, когда ты исполняешь свое предназначение. 1-й уровень, где я сейчас, 2-й, что я люблю, 3-й, какие таланты у меня есть, и 4-й, а для чего я все это делаю, вот эти смысловые уровни. И тогда, получается, есть возможность вот это огромное менять вот этот вот мир и создавать вот такие вот образы, которые могут увлекать за собой огромное количество людей. Десятки, сотни, тысячи, да, и примеров здесь масса. Можно взять, допустим, мать Терезу, да, которая бескорыстно делала миссию. И какое огромное количество людей она вовлекала в это служение, да, то есть сколько людей собирались, жертвовали денег. Либо Махатма Ганди, тоже очень хороший пример, когда один человек с помощью своего понимания, с помощью миссии, в которую он верил, с помощью раскрытия своего предназначения собирал тысячи, миллионы людей, то есть в свой образ, и который впоследствии расцветал, и творил просто чудеса. Это просто неслыханно, когда без применения какого-то оружия индийцы выпроводили колонизаторов, да, с Великобританию из Индии, да, без применения оружия, просто протестами, и вот этой вот общей верой, вот эту общую идею, которую как раз Махатма Ганди создал, благодаря тому, что это как раз наилучший пример раскрытия вот этого потенциала через 4 вот эти уровня. Соответственно, предназначение раскрывается именно таким способом. То есть я занимаюсь раскрытием предназначения профессионально. То есть я помогаю как раз лидерам компаний, просто людям раскрыть свой потенциал, определить, в чем же заключаются как раз вот эти 4 уровня: успех, страсть, призвание и миссия. Помогаю их свести вместе. И у меня есть примеры, очень много примеров, когда люди просто окрыляются, вся жизнь их меняется. Они перестают делать то, что
Им не нужно делать то, что не соответствует их предназначению. Они вкладывают все силы в то, что они начали делать еще в прошлых воплощениях. Развивать те таланты, которые в них уже заложены, следуют той природе, которая у них уже есть. Да, и внешний мир, он в меньшей степени влияет на них, когда кто-то зовет, а пойдем туда, как бы нет, ты знаешь, у меня есть свое предназначение, у меня есть своя миссия, я точно знаю, куда я иду, куда я развиваюсь. И это залог успеха, это значит, что те ресурсы, которые у нас есть, они правильно вовлечены, и мы постоянно получаем подпитку сверху, в качестве вдохновения и вот этой вот возможности организовывать вот эти образы. И те люди, которые находятся рядом с нами, они это чувствуют. То есть, когда мы делаем, совершаем, не зарабатываем деньги для себя, да, а когда мы делаем миссию, то есть они склонны в нее входить, то есть они тоже хотят, все люди на самом деле хотят делать что-то великое, все хотят оставить какое-то наследие после себя, то есть хотят считать себя частью великой компании. Вот. И мы поговорим потом немножечко о качествах людей, которые сюда вошли в это исследование, да, вот этих 11 компаний. Вот, а пока вот, да, то есть, небольшой, может быть, пример, как бы вот как раз таких людей-миссионеров, это Стив Джобс был как раз вот таким человеком, раскрывшим свой потенциал, свое предназначение. Эдисон, который изобрел лампочку, Менделеев, то есть яркий пример. Махатма Ганди, Уолт Дисней, Эйнштейн и многие другие. То есть все знаменитые люди, которые прославились, которые сделали что-то великое, они сделали это великое не вот так вот, не благодаря тому, что им что-то взбрендило сегодня, и завтра у них появился этот успех. Нет, результат вот этого величия, как бы, то есть это может даже несколько воплощений, несколько жизней, таланты, которые они развивали до этого. И в этой жизни их успех, он обусловлен как раз тем, что они их осознали, и они вложили все силы, все усилия в то, что у них уже было. Вот это они раскрыли свой потенциал, развили эти таланты и добились вот этого высочайшего успеха. Потому что невозможно что-то сделать великое за день-два. Это не работает. Все великие художники, музыканты, посмотрите вокруг, бизнесмены, они достигают успеха ближе к концу жизни, когда вот эти таланты, потенциал, он раскрыт. И поэтому жить жизнь, не понимая своего предназначения, не понимая своих талантов, не понимая своих уникальных преимуществ, это тратить впустую время. То есть те усилия, которые нам нужно приложить, как раз они должны заключаться в раскрытии вот этого потенциала. Для того, чтобы стать лидером своей жизни. Вот. И для того, чтобы быть лидером великой компании, соответственно, нужно обладать качествами лидера великой компании. Должен быть раскрыт вот этот потенциал, определено дело жизни. И после этого тогда вы будете обречены на успех. Либо человек, которого, может, вам повезло встретить, и он согласен быть частью вашей компании, да, и воспринять это как дело его жизни, то это большая удача. Потому что, по сути, вот эти 11 человек, великих руководителей, которые сделали вот эту трансформацию, это тоже были не собственники бизнеса, это были в большинстве своем нанятые люди, но тем не менее они воспринимали это как дело жизни. То есть они вели за собой огромное количество людей. Вот, таким образом, немножечко о предназначении. Я напоминаю, что второй пункт, лидер он состоит из двух пунктов. Первый это раскрытие своего предназначения, и второй это организация поддерживающей среды. Поддерживающая среда, в моем понимании, она состоит из двух основных вещей. Первое это колесо баланса, и второе это поддерживающая среда, либо организация поддерживающей среды. Что такое колесо баланса? Колесо баланса, это термин такой из коучинга, из психологии. И с моей точки зрения, он очень яркий. То есть наша жизнь, она состоит из сфер. То есть это здоровье, это работа, это семья, это друзья, финансы и так далее. То есть вот это вот колесо, можно, или круг можно разделить на сегменты. Один сегмент здоровья, финансы, и они все связаны, то есть они питают друг друга. Вот. И так же, как в колесо для того, чтобы ехало, оно должно быть ровным. Если колесо будет неровным, с какой-то стороны будет скол или дырка, то есть колесо ехать не будет. И также колесо нашей жизни, то есть если какой-то из сегментов
вот этого колеса проседает, соответственно, колесо ехать не будет. Представьте себе на мгновение, что, не дай бог, у вас какие-то проблемы случились со здоровьем. Да? То есть один сегмент, как бы, то есть из вот этого вот колеса, как бы он запал. Да? Или вы заболели просто, не знаю, какой-то болезнью, гриппом, да, или сейчас коронавирусом, вот актуально. Сможете ли вы с температурой там, под 40, да, там, и недомоганием там, заниматься, развивать там, бизнес, придумывать новые идеи, проводить встречи, как бы, или, может быть, путешествовать, или исполнять полноценные обязательства в своей семье? Ну, конечно же, нет. То есть колесо просто перестанет ехать. То есть если какой-то из этих сегментов выпадет на какое-то мгновение, все, колесо не едет. И таким же образом, если у вас есть проблемы в семейной жизни, да, представляете, открытый конфликт какой-то в семье, может быть, с супругой или с родителями, как бы, или с детьми, все, вы не можете заниматься творчеством, вы не можете быть полноценным руководителем для своей компании. Вам нужно разрешить сначала эти проблемы, и после этого только вот это вот колесо поедет. Вот, и поэтому очень важно для того, чтобы быть вот этим великим, создать великую компанию и быть великим лидером в этой великой компании, это организовать правильно свою жизнь. Самое простое, это также делается в формате коучинговых сессий, достаточно всего одной коучинговой сессии. Я тоже этим занимаюсь, провожу такую работу для людей. То есть, и, как правило, хватает одной сессии, когда человек выстраивает, соответственно, идеальное колесо баланса своей жизни. То есть, какая сфера, сколько места должна занимать в жизни, и каковы идеальные показатели. То есть, определяется, где ты сейчас, где ты хочешь быть, и после сессии, соответственно, в течение там, полугода, года, там, или у кого сколько это занимает, это колесо выстраивается, да, оно становится идеально круглым, так, чтобы оно ехало. Да, так, чтобы те цели жизни, которые стоят перед нами, они могли быть осуществлены, они не были подвержены как бы, вот этим вот, скажем так, непредсказуемым влиянием извне. Следующее важное – это круг общения. То есть поддерживающая среда состоит вот из колеса баланса, и как бы это внутренний как бы, наш вот этот вот баланс. И следующее – это поддержка извне. Очень важно, тоже очень многие люди не придают этому большого значения. Для того, чтобы сделать что-то новое, что-то серьезное, что-то глобальное, для этого нужно очень много усилий. Для этого нужно очень много сил. Это не вопрос, как бы, то есть 5 минут, там, одного дня там, или еще что-то. То есть вам нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы окружающая среда вас поддерживала. Для того, чтобы, когда у вас истощатся силы, это произойдет неминуемо с любым человеком, да, вот даже там приболеть можно там, или еще что-то, какие-то вещи могут произойти внутренние, сила закончится, не будет двигаться. И вот нужно организовать среду таким образом, чтобы среда внешняя, она вас толкала и вас везла, вот это колесо везла, да, даже если вы ничего не делаете. Вот, это очень важно. И пример бы я здесь привел, наверное, такой. То есть, допустим, представьте себе, что певец, да, вдруг решил начать танцевать. Да, но у него круг общения как бы это только певцы. Но он вдруг осознал, что как бы пение это не его. Что на самом деле он всегда хотел танцевать. И для него это его страсть. Это нечто такое прекрасное, как бы это то, что его пленит, то, что когда он танцует, он получает там неимоверное удовольствие. И он хочет перестроить свою жизнь, как бы, чтобы эта страсть, вот этот танец еще и приносила деньги, да, он мог поддерживать семью, он мог этим заниматься каждый день, он мог развивать свои таланты, как бы, да, то есть находить какие-то высшие смыслы в этом занятии, дарить людям красоту с помощью танца, с помощью тела своего. Вот, но так получилось, что он как бы общается только с певцами. И вот если эту ситуацию не изменить, как вы думаете, что произойдет с ним через какое-то время? Ничего хорошего, правда? То есть, ну, скорее всего, как бы певцы его переубедят, они ему скажут: да ты что, Вася, куда ты идешь? Пение, да, то есть, или песня, это самое лучшее вообще, что может быть на этом свете. То есть с помощью песни можно делать, с помощью звука можно делать такие удивительные вещи, влиять на настроение людей, поднимать настроение, как бы, то есть их ободривать, дарить радость, как бы, то есть какой танец, о чем ты говоришь?
Ты вот просто, наверное, не понимаешь чего-то, да, вот тебе нужно больше времени уделять занятиям, тренировкам там, и так далее, как бы ты разовьешь свой потенциал. Но, скорее всего, это будет именно таким образом, они будут его отговаривать. И если не будет, и этому можно сопротивляться недолгое время. То есть, да, можно как бы сказать, нет, да вы что, это за счет внутреннего потенциала, за счет внутренней силы. Но как мы знаем, что даже в автомобиле рано или поздно бензин кончается, да, то есть автомобиль же его нужно заправлять время от времени, мы же едем на заправке. И здесь также, то есть внутренний резерв закончится рано или поздно. Ну вот, и поэтому очень важно найти правильный круг общения людей, которые вас будут вдохновлять изо дня в день. То есть, если ты хочешь петь, тогда найди общество певцов, тех людей, как бы, которые этим удушевлены, и тогда ты откроешь источник получения знания, опыта и вдохновения, то, что тебе будет давать силу развиваться в этом направлении. Вот. Если мы говорим о бизнесе, о том, что я хочу стать величайшим лидером, построить величайшую компанию, ну, начни уделять этому время, тогда тебе нужно, ну, первое, как бы осознать свое предназначение, второе, тебе нужно выстроить эту поддерживающую среду, а третье, как бы организовать свое общение таким образом, чтобы знания, опыт, как бы, то есть и недостающие вещи, они приходили, чтобы твой талант, как бы, он расцветал, чтобы твое видение, оно увеличивалось, чтобы твоя мотивация, она постоянно росла, тебе постоянно приходили новые идеи. То есть это комплекс, как бы, который нужно создать, просто так он не придет. И это именно залог успеха вот этого вот лидера 5-го уровня, лидера своей жизни, лидера величайшей компании, того человека, который берет ресурсы извне какие-то, да, их проживает и отдает их людям. И люди, которые с ним соприкасаются, они загораются, они вступают в эту миссию, они начинают вкладывать свои усилия в это и развивать это общее дело. Вот таким образом. И еще, наверное, третье, что я здесь, о чем бы я хотел поговорить, это о качествах. О качествах, которые необходимы для того, чтобы быть вот этим вот лидером высочайшим, лидером лидеров, да, для того, чтобы организовывать компанию, состоящую из лидеров, которые тоже на своем участке будут делать невообразимые вещи. Да? То есть мы знаем, чем больше талантливых лидеров у вас в команде, тем более вы будете более процветающим, тем больше будет процветать компания. Если вы наберете никудышных людей, тогда вам просто придется за них делать всю работу самостоятельно. И что тогда? Здесь нет никаких перспектив. Вот. И качество лидера, которым пришел Джим Коллинз, это удивительно, потому что он сравнивал как раз вот эти 11 компаний, которые показали удивительные результаты, пережили вот эту трансформацию, и 18, которые не пережили. И множество как бы других примеров из других рынков. И оказалось, что люди, которые работают, вот эти вот SEO, да, из вот этих 11 компаний, руководители, они обладают отличительными свойствами, отличительными качествами. И эти качества другие люди, с которыми вот он общался, у кого он брал интервью, то есть он провел интервью по каждому из этих людей и все это суммировал. И эти качества следующие. Это те люди, которые с ними общались, с этими 11 SEO, отметили. Спокойный, простой, скромный, сдержанный, застенчивый, приятный, незаметный, уравновешенный, не верящий в свою значимость. Да, чувствуете? Это просто удивительно. Это просто удивительно с моей точки зрения, что самые величайшие лидеры, они в то же время обладают такой скромностью. То есть они не склонны к тому, чтобы выпячивать свой успех на передний план. Да, это те люди, которые стараются держаться в тени, и все достоинства они приписывают не себе, а они приписывают команде. Они не гребут под себя. То есть это в высшей степени люди миссии, люди, которые занимаются неким развитием некого общего дела, так скажем, бескорыстного, да?
То есть корысть, может быть, какая-то есть, в любом случае они за это получают зарплату, да, но тем не менее, как бы, они черпают силы в том, что они делают какое-то большое общее дело. И они не склонны приписывать эти заслуги себе. Они, наоборот, их отдают. То есть они отдают их команде. Они говорят, что нет, это не я, это команда добилась этого успеха. Вот. И интересный пример тоже даже на подобном лидере, я не помню, как его зовут, руководитель компании Gillette в определенный период, вот, который пережил там одно из самых сильных там рейдерских захватов, нападения, вот, когда Gillette мог прекратить свое существование. Вот, там предложили компании выкупить их акции, собственникам компании Gillette, выкупить их акции с бонусом, там, по-моему, 40 или 50% выше рынка. Представляете, какой соблазн? И вот только благодаря как бы потенциалу вот этого человека, как бы, то есть, получилось удержать эту компанию, то есть получилось как бы пережить, отказаться от этого предложения, как бы, то есть, и благодаря тому, что компания от этого отказалась, то есть они заработали в разы больше. То есть уже на тот момент у них были разработки Mach 3 и Census. Да, на тот момент это были разработки. Если бы они продали на тот момент компанию, то есть они не вышли бы эти разработки, они были бы зарезаны, да, то есть они бы заработали плюс 40% как собственники компании. А благодаря тому, что они остались и выпустили вот эти вот технологии, как бы они осуществили, они заработали в разы больше денег. Вот, и сам, к чему я рассказываю, сам человек, то есть он был настолько скромным, что когда ему принесли макет журнала Forbes или Fortune, не помню точно, с его обложкой на журнале, размахивающим большой бритвой как бы на горе, а все его соперники сидят по сторонам горы, вот, его просто хватил удар, как бы, то есть он умер от инфаркта, вот, просто увидев, каким образом как бы его изображают. Ну, то есть настолько как бы была неподдельная как бы, ну, скромность, и человек был не склонен как бы приписывать как бы какие-то заслуги себе. То есть он пережил это. Вот, вообще на духовном уровне, как бы, то есть здесь все просто, то есть я бы обозначил таким образом, что успех любит тишину. Если человек делает в своей жизни, да, если он по-настоящему добивается успеха, он делает что-то значимое, он никогда не хвастается. Он не пиарится, он не бежит рассказывать всем, там, вот какой я молодец, это все благодаря мне, там, хватает все свои заслуги. Обычно о таких людях ничего не слышно, ну вот, и о них мы узнаем, то есть от кого-то случайно, как в каком-то общении, и потом просто восхищаемся. Вот, и очень интересно, как бы, что подтверждение вот этого, вот, оно было как раз проявлено в книге в исследовании Джима Коллинса. И это совпадает с духовным пониманием, что вот этот мир на самом деле он создан для того, чтобы избавиться от плохих качеств. То есть гордыня, жадность, хвастовство, как бы, и вот эти вот другие вещи, как бы это то, от чего нам нужно избавиться. И когда мы успешны, да, то есть когда у нас получается какой-то успех, и мы начинаем трубить, как бы проявлять, усиливать вот эти вот качества, то Вселенная, она автоматически видит, как бы, что этот успех, как бы, то есть он не идет нам на пользу. Вместо того, чтобы в этом мире развиваться и развивать хорошие качества, мы развиваем плохие качества. Этот успех у нас забирается. Именно поэтому это самое глупое, что можно делать, бегать всем, рассказывать, как бы, то есть хвастаться, как бы, то есть и проявлять вот эти негативные качества высокомерия, там, плохо относиться к сотрудникам, к людям, как бы, к партнерам, там, проявлять гордыню, другие негативные качества. Это первый шаг к падению. То есть это значит, что довольно скоро как бы все обернется так, что вы потеряете то, что у вас имеете, потому что вы не умеете себя вести. То есть вы не развили, вы этого недостойны, то есть вы развили не те качества, да, и теперь вам придется идти назад, как бы в первый класс и учиться, как бы, смирению, да, учиться понимать свое истинное положение в этом мире, как бы, то есть и ценить общество других людей, ценить их помощь, как бы, то есть и ставить себя не на первый план, а на последний. Вот. И здесь пример может быть еще один, то есть это по ситуации в компании Chrysler была такая, то есть, да, здесь Ли Иакокко, не знаю, может быть, слышали вы о нем, около 20-30 лет он был президентом Chrysler. Вот. И первое время, когда он пришел, как бы, то есть он очень много работал, то есть компания процветала.
И был некий период в жизни, когда Ли Кока, как бы, то есть, да, период в карьере, когда Ли Кока сосредоточился больше на собственном пиаре. Да, то есть это самая большая грандиозная автомобильная компания Соединенных Штатов. То есть он там в один момент заявлял, что Крайслером управлять сложнее, чем Соединенными Штатами. И если бы ему дали Соединенные Штаты, если бы он был президентом, он бы разобрался с национальной экономикой за 7 месяцев. Ну, да, представляете, да, как бы вот, ну, такой вот уровень амбиций уже у человека. И он не стеснялся об этом говорить. И к чему все это привело? Это привело к тому, что и даже, что когда он уволился из Крайслера, буквально он ушел на пенсию. И, кстати, тоже отдельная история, он уходил на пенсию там с десяток раз, постоянно откладывая, как бы, то есть этот вот свой уход. Вот, и сотрудники там уже говорили, что это, ну, наверное, навечно уже вечный президент, Ли Кока, от него никак не избавиться. Вот, и даже когда уходил он на пенсию, он себе выторговал личный самолет, представляете, в свое распоряжение, да, чтобы его возил по его делам. И чтобы ему платили ежемесячно акциями компании. Вот, но результат каков? Через буквально 5 лет после его ухода все рухнуло. Как бы, когда он уже там был, все разваливалось. А когда он ушел, все рухнуло. И компанию Chrysler продали в Daimler. Daimler ее выкупил. Крах. Вот результат, как бы, то есть неиздержанности, излишней гордыни, жадности, хвастовства и амбициозности. Вот, и в то же время пример другой Дарвина Смита, президента компании Kimberly Clark. То есть и этот человек, который пришел в компанию, ну, он был уже в компании, он был повышен, да, то есть и ему постоянно напоминали, как бы, что он не обладает качествами, что он не обладает нужным образованием. И он постоянно пытался всем, как бы, доказать, то есть, что он заслуживает быть, да, что он может быть президентом этой компании. То есть он родился там в бедной семье, вот, работал с самого детства и так далее, и так далее. То есть он очень много усилий вкладывал. Но смысл в том, что он был очень скромным, то есть он одевался как будто фермер, как бы отоваривающийся в каком-то сельпо, ходил в таких больших толстых очках, как бы, то есть и был практически незаметным, очень скромным. Вот. Но что он сделал в Kimberly Clark? То есть он, благодаря ему, они приняли решение выйти из бумажного бизнеса. Они продали, осознали, как бы, бесперспективность этого направления. Они продали все свои целлюлозные комбинаты и вложили все деньги в продовольственные, не в продовольственные, а в потребительские товары, в которых уже был основным лидером Procter & Gamble. То есть на тот момент уже Procter & Gamble был мировой компанией, великой компанией. Вот. И вот эта уверенность, убежденность, сила, с которой Дарвин Смит, соответственно, привел компанию, как бы, вот в этот сектор, когда он заявил, что у нас нет других вариантов. Мы либо станем великими, не хуже, чем Procter & Gamble, либо мы уйдем из бизнеса. То есть он верил, что это в их силу, что они смогут это сделать. Вот. И по результатам нескольких лет, соответственно, может быть, нескольких, там, десятка лет, наверное, да, вот так вот, они обошли Procter & Gamble. То есть они вышли вперед, то есть опередили Procter & Gamble в 3, там, по-моему, из 7 или из 8 номинаций. То есть они выпустили линейку Kleenex, товаров, там, да, чистящих, и Huggies, которые известны до сих пор даже нам. А дело это было в там, 80-х, 70-х, 80-х годах в Америке. То есть, ну, представляете, размах. То есть они сделали эту компанию по-настоящему известной, знаменитой таким образом, что по своим показателям она не просто превзошла Procter & Gamble, она обыграла Procter & Gamble на их же поле. Она превзошла такие компании, как General Electric, Coca-Cola и многие другие, просто по своим показателям, столько, насколько они смогли, как они смогли расти, сколько денег они смогли зарабатывать. Вот, и вывод здесь прост, что успех любит тишину и людей миссии. Вот, поэтому, если вы хотите быть руководителем 5-го уровня, величайшим лидером, который в состоянии создать величайшую компанию, нужно развивать качества правильные, вот, и не трубить об этом в разные стороны. Еще раз, 3 основных вещи, то есть это раскрытие предназначения, раскрытие своего потенциала, это организация поддерживающей среды и развитие качеств.
помогут вам быть лидером величайшей компании. Либо если вы пытаетесь использовать это для того, чтобы найти такого человека, подходящего в свою компанию. Вот это верный признак для того, чтобы его определить. Желаю вам успеха.